Так, что у нас сегодня? Какая тематика? Сегодня у нас башня. Смысл жизни по башне. Вот это сложно разобрать обычно. Ну, не то чтобы новичкам, но людям, которые знают карты Таро поверхностно, им достаточно сложно найти в башне какой-то позитивный смысл. Вот, поэтому, конечно, сложно определиться со смыслом жизни, вот с тем самым лучом миссии и прочее, прочее, по такой как бы негативной башне, как бы негативной карте, как башня, да. И я знаю, что некоторые школы Таро, которые рассматривают вот те самые лучи миссии, какие-то программы рода и прочее, все вот это башню относят к негативным картам. И что-то там у них какой-то черный луч миссии, темный луч миссии. В общем, то, чего надо избегать. Сегодня мы с вами поговорим о том, как же по башне найти себя в этом мире. Да? Это может быть вашей картой. Это может быть картой, которая будет вам помогать в этой жизни, если вы будете знать, как ей правильно пользоваться. Да? Это вот из разряда «я не люблю морских ежей», да, вы просто не умеете их готовить. Вот башню тоже нужно уметь приготовить, нужно понять, что же в ней есть такого хорошего, хотя вот на первый взгляд смотришь, ну что ж тут хорошего может быть в этой башне. Ну, с какой стороны посмотреть, да, если вы, допустим, рьяный революционер и хотите свергнуть правительство, да, вот вы такой вот Владимир Ильич Ленин, да, и вашей целью всей вашей жизни стоит свержение самодержавия, да, вот вполне вероятно, что целью жизни Владимира Ильича Ленина была та самая башня, свержение самодержавия, что у него в принципе получилось, так что мы вполне можем сказать, что да, ну бывает такое, вот человек осуществил свою мечту, к чему-то стремился и чего-то достиг. Причем достиг даже до такой меры степени, что сейчас до сих пор лежит на всеобщем обозрении на главной площади страны. И люди приходят посмотреть на того, кто смог скинуть вот эту шапку Мономаха. Вот, ну, шутки шутками, да. Постараемся сегодня в политику не углубляться, и так этого уже добра достаточно. Но, тем не менее, если вам интересна эта карта, могу вам сказать, что есть у меня на канале в плейлисте старшие арканы достаточно подробный разбор основных значений этой карты, скажем так, основного смысла этой карты. Само собой, что более практическое применение карты я разбираю в лекциях практических, которые мы проводим в группах. Вот, как попасть ко мне на обучение, ну, если интересно будет по итогам этой лекции, если вы первый раз у меня на канале, смотрите, ищите все контакты в описании к этому видео. Я думаю, что там любой способ, который вам будет удобен, Telegram, WhatsApp, либо на сайте написать, то можете со мной связаться. Вот. Сегодня мы с вами посмотрим, как же прочувствовать эту самую башню в более широком и глубоком философском таком жизненном плане, жизненном смысле. Да? Это как раз тот самый аспект, который рассматривается некоторыми школами Таро, как вот те пресловутые лучи миссии, о которых вы, скорее всего, слышали. То есть такая задача на жизнь. Способ самореализации, да, какую профессию вам найти, чтобы не чувствовать себя лишним в этой жизни. Ну и в некоторых школах Таро это называется луч миссии, в некоторых школах это называется что-то там еще, ну, в общем, вот эти вот пафосные названия, да, которые, если скомкать все вместе, слепить в один большой шар смысловой, то получится в общем и целом смысл жизни. Поэтому я и не стал называть цикл этих лекций, цикл этих видео лекций каким-то громким, пафосным двойным выражением, да, просто, ну, смысл жизни, он и есть смысл жизни. Зачем придумывать что-то, зачем придумывать очередной велосипед, если можно хорошо ездить на классике, скажем так. Вот смысл жизни по башне. Время от времени я буду обращать внимание на чатик, просто потому что мне нравится рассказывать такие вещи в прямом эфире. Я люблю общение с людьми по предмету своего интереса. Я думаю, что вы заметили по моим лекциям, что карты Таро у меня вызывают живой интерес, и достаточно долго, 25 лет я ими занимаюсь, 10 лет занимаюсь на практике. То есть работаю с людьми, 10 лет я таролог, можно сказать, профессиональный. Поэтому есть что сказать, и я надеюсь, что вам будет интересно меня послушать.
Добрый вечер, здравствуйте, здравствуйте всем. Ага, уже высказывают люди предположения. Вот Анжелина, Ангелина, не знаю. Извините, в латинице всегда сложно понять, как должно звучать имя, поэтому заранее извиняюсь за ошибки. А мне она нравится. Вижу как освобождение от ненужного. Ну, смотрите, освобождение от ненужного у нас с вами было, если вы помните, еще в 8 доме. Да? Избавление от ненужного при переходе в перемены. Избавление от ненужного — это смерть, это выбрасывание, удаление из своей жизни того, что может для вас являться ошибочным, ненужным. А вот, для того, чтобы перейти потом в какую-то следующую стадию изменения, да, в более возвышенную, в более одухотворенную жизнь. А вот башня у нас немножко другое. Башня, как ни странно, это и накопление, и обновление одновременно того, что накоплено. Вот. Почему я так считаю? Ну, во-первых, давайте по прямому аспекту башни, по положительному смыслу. Те, кто был на воскресном эфире последнем, да, мы с вами общались на тему кризиса, на тему того, как преодолевать кризис, да, что карты Таро у нас говорят о таких сложных жизненных ситуациях, которые нас ломают, меняют нашу привычную жизненную систему. И там я затрагивал такой аспект башни, как защита. Вот. И если вы помните вот эту картинку, которую я приводил, по-моему, это картинка с какой-то карты Таро, из какой-то колоды. Честно говоря, я не знаю, я просто загуглил в интернете, да, башня Таро, вот увидел хорошую картинку, которая по настроению соответствует, в принципе, моему видению башни как положительного символа. Почему я говорю о положительном символе? Потому что я увлекался средневековьем в студенчестве, в раннем возрасте, скажем так, в молодости. И для меня, как для человека, увлеченного средневековьем, рыцарством, вот этим всем, да, «Стрелы Робин Гуда», помните, фильм такой, Сенкевича, опять же, «Крестоносцы». Башня — это всегда символ оборонительного сооружения. Башня — это всегда символ защиты, чего-то нерушимого, твердокаменного, железобетонного, можно сказать, гранитного, того, что просто так пальцем не сдвинешь. Вот. Башня — это всегда центр средневекового города. В центре стоит ратуша с башней. Это самый последний рубеж обороны города. Если вдруг случалась какая-то беда, все люди сбегались из окрестных деревень под защиту городских стен, ну и тем более под защиту башни. Там, где не было больших городов, какие-то форпосты стояли, да, отдаленные, там были такие донжоны, прям большие башни, да, укрепленные сооружения. Это достаточно сложная система, достаточно сложно составленная. На первом этаже там располагались какие-то запасы, куры, козы, да, и прочая живность, колодец с водой резервный, да, источник воды, чтобы можно было долго выдержать осаду. На втором этаже, если это какое-то жилище феодала, да, то на втором, вернее, ну как вот был цокольный этаж, да, подвал, там же еще и тюрьма обычно, да, в общем, функционал разных этажей. Выше располагались слуги, которые готовили еду, обслуживали вот весь этот небоскреб средневековый, так скажем. Еще выше был пиршественный зал, где происходило общение вот этих низших слоев общества с высшими слоями общества, которые жили еще на этаж выше в своих княжеских покоях, да, там или рыцарских, или баронских, как угодно. В феодальных покоях. И вот вся эта система требовала серьезного построения, чтобы все работало как часы. Само собой, все это не сразу строилось, потихонечку, с увеличением масштабов, потихоньку, помаленьку эта система нарабатывала сложность. И кому-то нужно было следить за всем этим. Поэтому, когда мы видим, когда, по крайней мере, я вижу башню в картах, я в первую очередь вижу укрепленное сооружение, которое не так просто взять, не так просто спихнуть. И если бы основной смысл карты
был, заключался бы вот в какой-то опасности, в какой-то сложности, в каком-то кризисе, который непременно случится, да, то, наверное, эта карта называлась бы, ну, я не знаю, внезапность или там форс-мажор. Ну, в общем, что-нибудь средневековые люди бы придумали, чтобы выразить общий смысл. Есть же у нас абстрактное понятие в других картах, да? Например, вот та же самая смерть, которая, в принципе, является процессом. Умеренность, которая, в принципе, ну, является действительно абстрактным каким-то понятием, малоприменимым в каком-то физическом мире, да? Умеренность — это умение правильно отмерить. Это процесс, опять же. Ну и justice, справедливость, правосудие. Что не является более абстрактным в нашем реальном мире, чем какая-то справедливость. Да? Вообще, по сюжету карты справедливости, если вы помните, богиня, которая отвечала вот за ту самую справедливость в мире людей, она потихоньку сбежала все-таки к богам на Олимп, заявила, что у людей нет никакой справедливости, я лучше тут с вами это самое, тут с вами время проведу, чем там с людьми, все равно у них справедливости нет. Вот, поэтому, моим мнением, я считаю, что башня, если бы она отображала действительно какую-то опасность и вот тот черный негатив, который ей приписывают, то наименование, название карты было бы какое-то другое, какое-то более негативное, более сложное. А так башня для человека, который хорошо знаком со средневековьем, это защитное сооружение, которое как раз и нужно для того, чтобы вот защищать нас от каких-то внешних проблем. А можно сказать, что тут может быть дом. Ну, такой хороший, добротный дом, который выдержит и бурю, и снег, и град, и какие-то проблемы климатического характера, скажем так. Но авторы колоды хотели нам показать более глубокий процесс. Да? Тут у нас присутствует еще и, как вы видите, элемент власти, то есть корона золотая, которая слетает как раз от удара этой самой молнии. То есть у нас, кроме этой башни, есть еще и элемент управления вот всей той системой, всей этой башни. Ну и, соответственно, люди, которые падают, и, соответственно, какие-то внезапные события. То есть итого у нас есть несколько аспектов этой карты. Во-первых, башня сама как защита от проблем, внешняя, наружная, потому что один человек в одиночку башню не строит. Да? Башня — это не одиночная карта. Вот колесница — карта одиночная, да, там герой один в поле воин, он едет на этой колеснице и куда захотел, туда поехал, да. А вот башня, ее, чтобы поставить, нужно много людей, она должна функционировать правильно, это система человеческая, искусственная, быстро она не строится, защищает от каких-то глобальных вещей, от которых ты не можешь уехать на этой колеснице, да. Ну и, соответственно, за всем этим делом нужно серьезное управление. Почему? Потому что у нас система сложная. Несколько этажей, разные слои общества. В общем, башня нам говорит о социуме, о социальном устройстве. Если вы, допустим, слушаете какие-нибудь песенки регги, да, внезапный переход, да? Я люблю внезапные переходы, не пугайтесь. Вот, если вы слушали песни регги, там есть тематика Вавилона. И Вавилон, в принципе, ну, эта тема пошла еще с христианского, из христианской мифологии, да. Певцы регги ее подхватили, переработали и создали из этого такой прям символ дьявольский, да. Тот самый Вавилон, который является у нас символом общества человеческого, вот, человеческого. В общем, что такое Вавилонская башня в понимании средневековых художников, да, или, ну, людей, в принципе. Вавилон — это вот такой, как вы видите, человеческий муравейник, сложно составленный, из многих слоев, много-много людей, в общем, растет, но рост этот обречен на
обрушение рано или поздно, просто потому что постоянный и бесконечный рост с точки зрения человечества невозможен. Невозможен. Вот. Рано или поздно придут какие-то внешние силы в виде Бога, да, и запретят дальше расти этой самой башне. Человечество переживает время от времени кризисы, которые останавливают ее на каком-то этапе роста, опускают немного, и дальше развитие идет в более правильную сторону. То есть, моим мнением, видится это так. Человечество на своем пути потихонечку как-то поворачивает в какую-то сторону, не совсем правильную, да, и там ее встречают какие-то события сложные, кризисные, которые ее выворачивают в более правильную сторону. Соответственно, по инерции она движется дальше, отклоняется в другую сторону, там происходит какой-то кризис. То есть развитие человечества лично мне видится, как, знаете, металлический шарик запустить по деревянному желобу такому, да, и вот это вот, как он, отталкиваясь от стенок этого желоба, да, бум-бум-бум-бум-бум, катится вперед, катится, и вот каждый удар о стенку, о противоположную, левый, правый, левый, правый, левый, правый, вот это кризисы, которые останавливают человечество на пути неправильного движения и корректируют чуть-чуть в нужную правильную сторону. Вот, в этом смысл жизни. Смысл в том, чтобы понимать, что такое кризис, и понимать, куда нужно направить людей в правильную сторону. Смотрите, есть люди, которые чувствуют своим, ну, не то чтобы смыслом жизни, но своим умением, своими качествами называют какие-то сложные ситуации, критические. В такие моменты у людей такого плана прорезаются командирские способности, управленческие способности, и они начинают давать действительно дельные, правильные советы, как избежать еще больших вариантов разрушения, еще больших сложностей. То есть такие, знаете, кризисные менеджеры, которые видят, что фирма, да, если мы берем фирму как аналог развития человечества, вот в таком локальном варианте, вот фирма пришла в упадок, например, ну, есть два варианта кризиса. Это какой-то застой, да, где перестает развиваться общество, либо чрезмерно быстрое развитие, да, где где-то у кого-то чего-то становится больше, начинаются какие-то войны мировые, то есть все это дело выравнивается двумя способами: либо подталкивается к развитию, либо это развитие, наоборот, притормаживается. И в любом случае есть люди, которые в такие кризисные моменты находят себя в обществе. Если вы помните 90-е годы в Советском Союзе, ну как, не в Советском Союзе, да, Советский Союз к тому времени уже приказал долго жить. Если вы помните 90-е, скажем так, на постсоветском пространстве, некоторые люди в такие моменты, в кризисные, наоборот, очень быстро хорошо соображают, что где меняется, как вот это самое, в общем, раз, быстренько смотришь, и они уже там какой-то миллиончик заработали, прочее. А когда наступают опять тихие, спокойные времена, им становится скучно, им нечем заняться. Им хочется какой-то движухи, им хочется изменений, им хочется перемен. И, в принципе, вот эта карта отвечает еще и за перемены. Почему? Потому что у нас происходит свержение вот этой самой привычной власти, да, свержение привычного нам метода, способа жизни. Вот те самые шаблоны, к которым мы привыкаем, уносятся вдаль вместе с золотой шапкой. И мы понимаем, что все этажи в этой башне выгорели. Сама башня, она не рухнет, ничего с ней не сделается. Понимаете, весь прикол этой карты в том, что молния бьет в каменную башню и выжигает деревянные перекрытия этой самой башни. Этажи в башне не строятся из камня. Этажи в башне строятся из деревянных балок, на которые кладутся доски. То есть, ну вот оно если сгорает, то выгорает внутренность башни. Сам остов башни остается прежним. То есть человек, в принципе, может наладить новую внутренность этой самой башни, да, выстроить жизнь, эту систему по-новому. Поэтому вот такие кризисные менеджеры, которые хорошо себя чувствуют
в кризисные времена, они берут на себя смелость занять вот это вот опустевшее кресло, да? Помните, как в этом фильме советском, да? Кто тут временное? Слазь, да? Вот временное правительство, переходное правительство, что-то в этом роде. Так, что у нас по чатику? Я чуть-чуть упустил чатик. Я прохожу сейчас путь героя, все карты проигрываются по-своему, индивидуально, интересно будет и в башне посидеть. Ну, не то чтобы интересно, я не думаю, что вам будет интересно в башне посидеть, в башне сидеть обычно неинтересно, потому что башня, с одной стороны, да, это, конечно, защита от каких-то проблем, но одновременно в башне и происходят эти самые проблемы. То есть, чтобы правильно пройти башню, вам нужно сначала ее выстроить, привыкнуть к ней, найти в ней комфорт, а потом понять, что внешние силы заставляют вас менять всю эту ситуацию, заставляют вас сжигать все, что вы сделали, да, перебираться на какое-то новое место. То есть, ну, у многих людей так в жизни и происходит. Башни на самом деле, скажем так, в башне скучно не бывает, но и спокойно тоже. Спокойно тоже не бывает. Очень сложно найти в башне спокойствие. Так. А можно сказать по башне, ой, это освобождение от застоя. Люди выпадают, значит, засиделись. Люди выпадают, потому что не успели выйти из башни. Из башни можно выйти двумя путями. Можно спрыгнуть сверху, да, а можно нормально, спокойно спуститься по лестнице, пока нет никакого пожара. Поэтому вот те самые люди, которые падают, это, ну, как мне видится, это разум и интуиция, потому что шапка у женщины такая достаточно узнаваемая, да. Человек, который вот в синем и с красным, он, ну, чем-то похож на мага, на главного героя карты. В общем, мне кажется, что это образ человека, который не успел спуститься по ступенькам лестницы. В правильном варианте развития событий, зачем нам нужна башня? Башня нам служит для того, чтобы мы большое количество провизии, пожитков людей могли уместить в одном месте, да, и защитить от внешнего врага. Плюс башня еще штука высокая. Как бы можно было бы ограничиться тем, что, ну, выстроил стену, да, ну, во-первых, стену строить не то чтобы легко. Башню тоже сложно, это сложная система, но башню сложнее брать приступом, потому что у нее меньше диаметр, да, там особо некуда прицепиться к этой башне. Стену там можно проломить во множестве мест, а вот с башней гораздо сложнее. Башня в средневековые времена самое неприступное сооружение было. То есть это символ такого нерушимого величия. Опять же, это символ княжествования, символ власти. Тот, кто сверху сидит, помните, как в том фильме? Мне сверху видно все, ты так и знай. Вот на башню залез, смотришь вдалеке, на горизонте. Ага, появился неприятель. Вражеский отряд. Ты заранее его увидел, заранее приготовился к приходу врага, и, соответственно, ты предупрежден, значит вооружен. То есть башни нужны для того еще, чтобы предсказывать определенное будущее. Там с башен наблюдали за движением светил, да, астрологи предсказывали будущее, из башен же предсказывали приход врага просто потому, что в реальности физически его видели. Поэтому башня — это еще и символ заглядывания вперед, предсказания будущего. Но это прямая башня. Но это будущее рано или поздно приходит. Башню строят для защиты от врага, пока его нет. Но знают, что враг рано или поздно придет. Молния рано или поздно ударит. Просто потому, что, ну, такого не может быть, чтобы... Вот. Обычно в нашей жизни происходят какие-то гадости, и к этим гадостям нужно заранее готовиться. Вот. Зона комфорта. Вот пишут в чатике про зону комфорта. Не то, чтобы они засиделись в зоне комфорта. А скорее они расслабились. Они забыли о том, что из башни нужно прозревать будущее. В башне можно наслаждаться уютом и внутренним комфортом, но там есть еще и окна, в которые нужно выглядывать, чтобы предсказывать вот эти самые молнии, невзгоды.
Есть еще один уровень этой самой башни, да, раз падает у нас корона, значит это символика власти, которая свергается. Я уже рассказывал о том, что башня это 10-й дом по астрологическим соответствиям, это Сатурн, это Уран фоновый такой, Уран, да, как вторая планета этого дома, ну и Козерог, собственно. Можно разобрать с позиции влияния Сатурна, Урана и разобрать с позиции Козерога. Ну, давайте посмотрим. Во-первых, 10-й дом у нас отвечает за что? 10-й дом у нас в классическом описании это карьера, социальное призвание, работа, требующая высшего образования, работа на руководящей должности. Помните корону? Политическая платформа. Помните социальное устройство Вавилон, да, символика общества с его пороками, с его связями вот этими порочными. Вот тот самый Вавилон проклятый, который нас всех пожирает. Это политика, это социум, это человеческие отношения в массе своей, в общем и целом. С точки зрения человека, это чистолюбивые цели, да, ты должен быть на высоте, чтобы тебя увидели, тебя признали, твои заслуги, твои достижения, накопленные со временем, да, башня строится не сразу, постепенно. Это слава, уважение, известность, ты находишься на высоте, тебя все видят, понимают, что о, ты молодец, какую крутую высокую башню построил. Если вы помните, итальянские города, да, там вот эти вот башни семейные. Каждая семья, каждый род пытался выстроить башню повыше, чтобы показать, что мы круче, мы богаче. Да? Чем выше башня, ну, мерятся палками, скажем так, тем круче семья. Начальники вышестоящие, да, и вот это вот все. Хорошо, по 10-му дому что мы можем? Какой смысл жизни мы можем найти в этой башне? Ну, во-первых, построение общества, политика. Карьера политика, карьера начальника в первую очередь, потому что ты должен пройти всю эту систему от самого низа. Это построение какой-то фирмы, какого-то своего дела, какому ты отдаешь всю свою жизнь, да, семейное дело, это может быть семейное дело, скажем так, семейная фирма, которую ты передаешь по наследству там своим сыновьям, да, там Браунер и сыновья, допустим, или еще что-нибудь такое, Смит и сыновья, да. Тематика перехода из одного поколения в другое у нас присутствует в 10-м доме, потому что в 10-м доме, и в 10-м, и в 11-м у нас происходит борьба Урана и Сатурна. Сатурн — это сын Урана, да, Уран самый старый бог, самый плодородный, и он отвечает за обновление постоянное. Сатурн — это тот, кто приходит с серпом и вот это плодородие пресекает, отсекая, что там из выступающего у того самого Урана. Ну, я думаю, что вы помните мифологию, да? Вот. Весь прикол-то в том, что Сатурна, то есть Кроноса, тоже потом свергли. И никто иной, как его сын, опять же. То есть круг замкнулся, Оби-Ван Кеноби, да, все вернулось на круги своя. Кронос, то есть Сатурн, который сверг своего отца, тоже был свергнут своим сыном. То есть это тематика времени беспощадного, которая рано или поздно подводит тебя к тому, что все, ты постарел, ты устарел, тебе нужно уступать молодым. Ну вот, это тематика карабкания наверх по карьерной лестнице. Смыслом жизни для человека по башне может быть вот залезть на самый верх. Залезть на самый верх и сделать так, чтобы никакая молния тебя оттуда не спихнула. Выстроить защиту во внешнем мире и постараться сделать так, чтобы она не рухнула. При всем этом жизнь Козерога, да, нелегкая жить по башне, пишут в чатике. Ну, как вам сказать, да, нелегкая, все время, как это, и вечный бой покой нам только снится. Козероги, если вы помните, вот если вы видели в Discovery вот эти, либо видюшки в интернете, как горные козлы, а Козерог — это горный козел непременно, тот, который лезет на самый верх за самой сочной травой, это символика бесстрашия, потому что он не боится высоты, и он лезет за сочной травой, за своим желанием на самый-самый верх. Вот. Это символика, как это сказать,
мастерского умения, потому что залезть по отвесной скале наверх за этой сочной зеленой травой, ну это нужно научиться, это нужно уметь, это не сразу приходит. Это отточенное умение, которое свидетельствует о годах опыта. Башня, она же время, оно же земной знак, накопление, гранитная башня, да. Это то, что накапливается со временем. Смыслом жизни человека по башне, по прямой, может быть накопление жизненного опыта, накопление каких-то физических, материальных богатств. Почему? Потому что это земной знак, материальный. Это выстраивание какой-то системы, чего-то того, что ты сможешь передать потом по наследству, когда тебя внезапно разобьет паралич, допустим, да, вот та самая молния, человек рассчитывал на то, что будет долго-долго жить, потом внезапно что-то случается, и ему приходится экстренно спускаться с этой башни, да, а кто не успел, тот вообще с нее падает. То есть мы с вами видим, что Уэйт достаточно негативно нарисовал. Ну, не Уэйт, это старое значение карты, еще в марсельском Таро. Есть вот эта внезапность, которая человека сбивает с этой самой башни. Вот. И можно сказать, что смыслом жизни по этой карте является понимание момента, когда нужно вовремя уйти. Помните, вот все эти возвращения Аллы Борисовны Пугачевой на эстраду? Когда все уже говорили, боже, она уже в 20-й раз уходит, да, с эстрады, а потом раз смотришь опять какие-то концерты. Вот, когда молодые звезды уже спихивают Примадонну с эстрады, она уже не может петь, она уже понимает, что безжалостное время подточило ее голос там и прочее сюда. Вот она понимает, что нужно вовремя спускаться с этой башни, если не хочешь опозориться где-то на каком-то выступлении. Хотя, с другой стороны, есть признанные мастера, которые до самой смерти тянут лямку, да, до самой смерти держатся наверху и умирают на сцене, допустим. Это еще круче, да, это вот внезапное падение, опять же, которое такое почетное. У многих королей, кстати, была такая фишка, что если ты запирался в башне, то есть, если ты проигрывал войну, и враг подходил уже к самой твоей последней башне, ты стоял на самом верху и понимаешь, что уже надежды на спасение нет, и одно из двух. Либо ты остаешься в этой башне, тебя берут измором, ты просто долго и мучительно умираешь с голоду. Либо ты гордо и почетно совершаешь самоубийство, спрыгивая с этой самой башни. Вот, были и такие варианты. Вот, то есть совершить самоубийство, вот то же самое сиппуку японцев, харакири, да, более известное как харакири. Вот, в общем, вот такие варианты. Конечно, это негатив. Если ты уже засиделся, то тебя свергают. Вот, если ты не меняешься, тебя свергают. Башни это еще и перемены, потому что сама каменная башня, она, ну, скажем так, не ветшает. Ее, конечно, надо тоже ремонтировать, но не так серьезно, как вот те самые деревянные перекрытия, которые под твоим весом могут сломаться и проломиться, если они слишком трухлявые, слишком старые. Да, то есть башню положено было время от времени обновлять вот эти перекрытия, иначе существовала опасность того, что все эти этажи просто попадают один за одним в самый низ. Поэтому, извините, когда средневековый человек видел башню, для него было четкое понимание того, что можно подняться в эту башню, но нужно проверить, не прогнили ли ступени, давно ли их обновляли эти самые ступеньки, понимаете? Вот, прежде чем лезть на лестницу, вы же проверяете ее прочность, то вдруг она слишком старая. Вот. Вот такие дела. Поэтому вот это обновление, но для того, чтобы сохранить то, что есть. Не для того, чтобы изменить. Обновление у нас по умеренности, по смерти, там был переход из одного состояния в другое. Башню нужно обновлять, чтобы она оставалась, чтобы она была. Понимаете?
Власть нужно менять время от времени для того, чтобы люди продолжали счастливо жить в этом государстве. Это все знают, это давно знают. И если нет механизмов правильного, аккуратного свержения власти, да, вот менять корону нужно вовремя. Вот, иначе, если ты будешь слишком долго править страной, у тебя поедет кукуха, да, от старости. Если ты слишком старый царь, вот, то вполне вероятно, что твои маразматические старческие приказы будут разваливать страну. Поэтому придворные, ну, либо вовремя меняли царя, который должен был отречься, либо там, ну, вы знаете эти варианты с табакеркой, да, с этим всем. В России это вообще, в принципе, принято, такое свержение власти. Ну, вот. Ну, а западные страны пошли по другому пути. Они просто эту шапку раз в 4 года одевают на другую партию. С левой партии на правую партию, с левой партии на правую. И вот так вот раз меняют. И как-то так вот на двух ногах они вроде выруливают вот этого падения. Есть разные способы существования в этом мире. Я не говорю, что там где-то правильно, где-то неправильно. Просто там люди устроились таким образом, здесь люди устроились другим образом. В Китае, в Индии по-другому, в Японии по-третьему. В общем, каждое общество выстраивает свою собственную башню со своими собственными законами. Смысл вашей жизни может состоять в том, чтобы выстраивать эту башню, придумывать эти законы обществу. Это может быть законотворчество, это может быть политика, в принципе, да, потому как кто управляет сверху? Ну, раньше это был, конечно, князь, это система власти. Вообще смысл башни — это власть, которая тебе дана для защиты других людей, которые не могут себя защитить. Если мы с вами вернемся к астрологическим домам, да, вот у нас 10-й дом, который говорит о вашей профессии, о вашей роли в обществе, о внешних проблемах, с которыми вы сталкиваетесь, то колесница — это отчий дом, это материнское что-то такое, да, это семейный очаг, это семья, это личная твоя внутренняя глубинная безопасность, это твое здоровье физическое и прочее, прочее. То есть у нас тут такой баланс как бы между личным и общественным. И вот башня — это общественное. Какая разница, о чем вы там на кухне по этой колеснице говорите? Это ваша личная кухня, вы там можете быть кем угодно на этой кухне, хоть царем-императором, хоть Гитлером, хоть Сталиным, хоть Черчиллем, хоть Брежневым, кем угодно, да. А вот в башне, когда вы сталкиваетесь с башней, вы сталкиваетесь с обществом, с тем самым Вавилоном, с той самой политикой социальной, которую тоже нужно учитывать. И можно пойти по политическому пути, можно пойти по пути смены власти, можно просто посвятить себя взаимодействию того, кто скидывает власть, с тем, кто пытается удержать эту власть, старого поколения и молодого поколения, да, такой посредник между двумя поколениями, может быть, который улаживает эти конфликты. Если вы помните вариант Давида и Голиафа, ну, символика Давида и Голиафа — это тот самый огромный, здоровый, страшный воин, опытный, самый устрашающий, вот тот здоровый шкаф, который сметает все перед своими на своем пути. И вот этот хилый, чахлый Давид, который, да, ну, его-то рисуют, конечно, более таким мускулистым, но по сравнению с Голиафом он был, ну, такой щегол, скажем так. Вот. Это символика старшего поколения, отягощенного опытом, да, и молодого поколения, у которого даже доспеха нет, одеть нечего, есть только какая-то веревка, камушек, но он очень ловкий, умелый, гибкий там и может правильно кинуть камешек и попасть как бы в незащищенное место, в лоб вот этому верзиле. Вот. Вот вы можете находить себя во взаимодействии между двумя этими поколениями. Рассказывать, а вот в наше время, да, вы можете быть учителем. Но это скорее, опять же, речь о
о высшем образовании, потому как 10-й дом это у нас скорее высшее образование, да, это понимание того, что ты должен знать много всего в своей профессии, поэтому нужно охватывать разные вариации того, что ты делаешь. Для этого нужно учиться много знать углубленно ту тему, в которую ты погружен. Одно дело, что ты хороший каменщик, но если ты хочешь быть директором строительной фирмы, ты должен знать много всего. Твое образование должно быть не просто техническим, а действительно высшим. Ты должен знать и социологию, и историю, и культуру, и философию для того, чтобы разные сферы жизни сочетать в управлении фирмой. Вот, потому что хороший каменщик может быть хорошим директором фирмы, если он будет понимать людей с разных точек зрения и таким образом управлять ими. Вот. Вот такие дела, пироги. Взаимодействие разных этих самых взаимодействие разных поколений. Молодое поколение смещает старое, предыдущее, то, которое закоснело и не может уже. Вот я вам честно скажу, почему я считаю, что по политике, да, еще лет 10 назад, когда пришел к власти, пришел к власти Медведев, да, вы помните, что либералы в России так воспрянули духом, потому что Медведев был очень похож вот на такое, на что-то действительно либеральное, молодое и движущееся вперед. Там вот эти вот общения с Илоном Маском, айфоны, вот эти вот медведевские развитие технологий и прочее, все говорило о том, что вот пришло новое поколение, которое шарит в интернете, разбирается, да, и действительно как-то вот сможет нашу жизнь наладить вперед. А потом вернулся Голиаф, да, который говорит, я в интернете не бываю, мне вот отчеты все ФСБшные папочки приносят, и я читаю, что вы там в интернетах пишете, да, мне нужно сообщать. То есть вот та самая система вертикаль власти. Ее нужно менять время от времени в любом виде, как угодно, смещая царя или выбирая нового там раз в 20 лет хотя бы, но хотя бы раз в 20 лет нужно власть менять, чтобы маразм не ударил резко по главному лицу политики. Это, кстати, и к Западу тоже относится в полной мере. Современный президент американский мне тоже не очень нравится, потому как возрастной он очень уже товарищ, и видно, что не всегда вкуривает реальность. Ну ладно, это уже такой. Давайте оставим политику в самом деле. Вот сейчас эта тема острая. Так, что у нас еще? Смыслом жизни может быть, кстати, по Сатурну, вот свержение той самой власти. Да, как я уже сказал, пришел, батьку спихнул, вот, и сам занимаешь кресло, сам занимаешь трон. Поэтому, вот, для кого-то может быть целью жизни и вот свержение власти, как я уже говорил, про Ленина, так вот можно сказать, про Навального, допустим, да, который тоже, я так понимаю, целью своей жизни ставит свержение действующей власти в России. Ему там виднее, надо ее свергать или нет, я судить не берусь. Однако, что можно заметить, да, что обновление в этом самом Навальном тоже присутствует, как и в Медведеве. Да, то есть он всячески стремится подчеркнуть свой более молодой возраст, смотрит какие-то сериалы, которые смотрит молодежь, да, пользуется активно вот этим ютубом и вот этим всем, то есть весь такой как бы более свежий, более молодая поросль, которая готова сменить вот старую власть. Получится или нет, будем посмотреть, это его вариант. Человек явно посвятил себя свержению, тоже, пожалуйста, чем не вариант, кому-то нравится, кому-то нравится, у всех получается, не у всех, но стремление, то есть, по крайней мере, смелость заслуживает уважения, правильность действий. Не берусь судить, я не политик, мне политика не интересна. Я бы, наверное, действовал как-то по-другому. Как говорится, что есть, то есть.
Вот. Еще есть такая штука по башне. Да, это башня все-таки земной дом. И все-таки его тоже надо, как это сказать? О прошлом тоже надо помнить. То есть не надо свергать все вот этого, да, помните, как у коммунистов было. Весь мир насилием мы разрушим до основания, а потом мы новый мир построим. Вот нет смысла полностью рушить всю эту башню. Достаточно выжечь внутренности, да, достаточно сжечь все вот эти деревяшки, которые в башне находятся внутри, и воспользоваться внешними стенами, чтобы построить новые этажи. Знаете, что такое капитальный ремонт? Да, это когда сносятся все перекрытия в доме и выстраиваются заново этажи, а внешние стены как были, так и остались. Вот, допустим, исторические какие-то здания по такому образу капитально ремонтируют. Вот, тоже может быть смысл жизни по этой карте, да, восстановление чего-то старого, того, что было разрушено, можно реанимировать заново. Если вы видели в интернете видюшки, допустим, мне почему-то Facebook часто предлагает такие видюшки, может думать, что я этим интересуюсь, как берутся какие-то старые вещи, какие-то там ножницы, с них снимается краска, вывинчивается винтик, снимается ржавчина, и они опять переводятся в рабочее состояние, вот эти вот ножницы такие, либо нож для резки хлеба такой большой, да, металлический, с доской, то есть восстановление, реставрация, пожалуйста, тоже по башне может быть. Убрать все лишнее, всю ржавчину, сломанные винтики выкинуть, поставить новые. Ремонт тоже может быть смыслом этой карты. Ну а почему нет? Вот. Восстановление психики человека. Да, то есть, опять же, у нас 10-й дом, это хоть и земной дом такой, материальный, да, и вот может быть восстановление здоровья пошатнувшегося. Если по врачам, то это, допустим, физиотерапевты, которые восстанавливают вас после операции, допустим, да. Ну а почему нет? Вот упали вы где-то, расшиблись, да, и ходите вот на эту физиотерапию, да, там, где нужно какие-то упражнения делать, либо на вас воздействуют этим, помните, как эти вот лампы всякие, там что-то дышать нужно через трубку чем-то, как это вот называется, все, я не помню, я в медике полный ноль, поэтому в медицине полный ноль, поэтому вот особо и не рассказываю. Вот. Так, ну, сейчас что-нибудь еще вспомним, да, а я пока почитаю чатик, да, то что-то я, опять же, чатик упустил из виду. Ура, наконец попала на эфир. Группа Аддис Абеба, Вавилон. Да, Вавилон. Может быть так. Ура, наконец попала на эфир. Всем доброго вечера, Светлана. Здравствуйте и вам. Анна, здравствуйте. Очень рада, что попала на эфир. Благодарю пана Романа за труд. Безумно интересно ваше видео. Получаю колоссальное удовольствие. На здоровье. Роман, а курс по астрологии не планируете? Так я не настоящий сварщик, да, я маску на стройке нашел, я ж не астролог. Вот, я астрологию, может, понимаю, но вот мне часто предъявляют, а что это вы дома, планеты и знаки, что вы все в одно слепили? Я объясняю, что я не астролог, я таролог. В картах не важны там особо эти дома, планеты и прочее все. В картах важно чувствование. А чувствование дома, планеты и знака, оно очень часто сходится, и вот его можно выразить, кстати, картой. Когда вы выражаете общую мысль для дома, для принадлежащему этому дому планет и для знака, который является знаком этого дома, да, вот она карта и получается. Одна там где-то две. Так зачем карту кроить еще на 4 разных этих самых? Ну, карты так не работают. Карты не работают по уму, как астрологи. Карты работают от души, от сердца, да, от эмоций, от чувств. Поэтому курс по астрологии я не планирую. Может быть, что-нибудь там расскажу про знаки, но это будет опять же такое, знаете, скорее практически применимое с точки зрения, как козерогам общаться со скорпионами, допустим. Вот, тут могу.
Что-нибудь такое более практическое, может быть, кстати, и продумаем. Вариантов много, но вот давайте сейчас ситуация устаканится чуть-чуть с этими блокировками соцсетей, и нам уже будет видно, что и как там дальше делать. Жизнь с Козерога, да, нелегкая жить по башне. Угу. В прошлом эфире спрашивал кто-то про изображение карты башни с собой. Это колода The Sorcerer Tarot. Вот это вот, да? Ага, спасибо большое. Большое спасибо. Я обязательно... как это, где это? Потому как очень симпатичная карта. Я вот это себе вот туда закину, запомнить. Вот, и обязательно посмотрю, что за колода. Симпатичное очень изображение. Я вообще люблю акварельную стилистику. Нравится мне, нравится. Материальные накопления не получились почему-то. В этом плане падение. Опыт, мудрость, да. Но, опять же, башня же у нас символическая. Это может быть башня мудрости, да, с которой астрологи смотрят, следят за движением планет. Астрологов же нельзя назвать богатеями. Да? Они умные. Некоторые даже дофига умные, скажем так. Вот. А башня — это всегда символика власти, ума и материи. Подскажите, пожалуйста, у каждых арканов достаточно большое количество трактовок, значений. Как понять, какое из значений будет отыгрываться? Очень просто. Во-первых, интуитивно. То есть мы гадаем картами Таро, мы угадываем, какое значение применимо в этой ситуации. Вот кажется, что вот в вашей ситуации, гражданочка, карта будет играть вот таким образом. А вот вашей, гражданин, карта будет играть вот таким вот образом, да? Опять же, в зависимости от ситуации, вы же общаетесь с человеком. Если вы работаете как цыгане, да, клиент пришел, сел на табуреточку и молчит, выпучив глаза, и вы ему там рассказываете, то рассказать вы ему сможете только общее значение карты, да, дальняя дорога, дом казенный. Вот, допустим, башня, опять же, это дом казенный, это та самая башня вавилонская, да. Казенный дом, вот он, пожалуйста, вам. Только тут хороший казенный дом, тут даже больше похоже на что? На, как это сказать, на какой-то морской такой курорт, да, на побережье, какие-то ласточки на гнездо в Крыму или еще что-нибудь такое. Понимаете? Вот вам, пожалуйста, дом казенный. Курорт, санаторий, отдых, дом отдыха, да? Вот. А негативная башня, вот, пожалуйста, дом казенный в плане больница, тюрьма, суд, что-нибудь такое, внезапные какие-то события, которые для вас очень неприятны и свергают вас с пьедестала вашего. В зависимости от ситуации, что вам человек рассказывает, такое значение башни у вас и отыгрывается более правильно. Вот и все. Как и с другими арканами, в принципе, так же. Роман, здравствуйте. Недавно начал заниматься Таро. Вчера делал расклад и в моменте почувствовал импульс и тепло от нижней карты. Что это значит? Спасибо заранее. Это значит, что у вас, скорее всего, развита способность чувствовать, какая карта правильная, на которую больше обратить внимание нужно. Я знаю людей, которые карту достают из колоды оригинальным очень образом. Они раскладывают карты веером, да? Своя способность, у меня такого нет, я пробовал так делать, у меня такой реакции нет, у меня вообще слабая связь с материальным планом, да? Вот значит у вас серьезная, сильная связь с материальным планом. Вы, вероятнее всего, можете видеть там какие-то ауры, слышать какие-то звуки такие вот те, которые другие не слышат. То есть вам на материальном уровне информация идет не так, как другим людям. Вот, как вы уже это будете развивать, это ваши задачи и ваши проблемы. Я пробовал развивать материальную сторону, у меня это не очень развито. Вот. У меня больше идет информация в голом виде, просто сыпется в голову как-то так. Я просто начинаю знать что-то. Не через физическое, а через вот информационное, ментально, скажем так. Вот. Можно сказать, что я такой менталист. Да? Вот. Менталист. Вот как-то так. Вот, Аня, отвечаю тоже, что да, по ситуации трактуете карту. Здравствуйте, очень хочу послушать, придется смотреть запись, у мужа день рождения, с днем рождения вашего мужа. Но завтра обязательно посмотрю с большим удовольствием. Вот такие дела, пироги.
Так, Галин, благодарю за ответ. Но ведь на одну ситуацию может быть как положительный, так и отрицательный ответ. Как быть в таком случае? Предположим, просмотр карты дня, как пример. Смотрите, когда у вас еще не развита особо интуиция, да, хорошо либо плохо проинтуичить карту, да, пользуйтесь перевернутыми картами. Пользуйтесь перевернутыми картами, то есть часть карт у вас в колоде перемешана вверх ногами, да, и вы постоянно, когда тусуете карты, вы время от времени пол колоды переворачиваете, тусуйте, потом еще раз пол колоды. То есть вы все время не только так через одну карту тусуете, да, но еще и переворачиваете часть колоды, чтобы они там перемешивались у вас еще и вверх ногами. Вот, и какая карта выпадает, так и есть. Если прямая карта, значит положительное значение. Если перевернутая карта, значит негативное значение. Такая подсказка от колоды Таро. Начинающие очень часто так пользуются. Некоторые продолжают. И потом можно сказать, что это автоматическая коробка передач, которая сама за вас решает, какую передачу нужно включить. Положительную либо отрицательную. Вперед ехать или назад, да? А вот когда вы работаете только с прямыми картами Таро, то вы как будто едете на механической коробке, вернее, на ручной коробке передач. Как вот вы решаете, какое значение карты сейчас в данную ситуацию вам отыгрывается. Прямое, либо перевернутое, положительное, либо отрицательное. Тут уже нужно иметь чутье, уметь угадывать. Это приходит с опытом, либо не приходит вообще, если... Ну, бывает по-разному. Такая умная и такая бедная. Это моя башня. Разрушение уверенности в себе слишком часто. Можно так понимать? Ну, это да. Это если вы сами себя подвергаете сомнениям и сами себе путаете карты. Да, то есть, если вы стремитесь наверх, и потом решаете, ой, башня слишком высокая, я до верха все равно не дойду, и из окошка хлоп и вниз, и все на этом. Хотя там, может быть, оставалось до того верха башни всего пару ступенек тоже. Вот. Ага. Это чат Романа, так бы пообщались. Да вы общайтесь, это мне только хорошо будет. Чем больше комментов в чатике, тем как бы больше YouTube видит, что вы там заинтересованы в этом деле. Почему самому себе сложно разобрать ситуацию? Все читаемо, но собрать в логическую цепочку сложно, каламбур. Потому что вы слишком заинтересованы в развитии своей ситуации по положительному варианту. Поэтому вам сложно себя оценивать. Должна быть объективность, а когда вы раскладываете карты себе, у вас присутствует субъективность. Вам очень хочется, чтобы в вашем случае это было непременно положительное значение карты. Потому что хочется, чтобы у меня, любимого, всегда все было хорошо. Себе же, ну, как это, не пожелаешь что-то плохого. Вот, из Крыма привет. Крыму привет, у меня там знакомые живут. Маркус пишет, у меня еще вещие сны, спасибо еще раз вам. Так не за что. Вещие сны это тоже вот вариант того, что информация приходит каким-то телесным образом, да, в виде каких-то реальных образов. Вау, вы крутой менталист. Да ладно. Не, я еще не самый крутой. У меня просто складно что-то временами получается людям объяснять. Вот. И еще складно получается находить взаимосвязи. Те, которые люди обычно упускают почему-то, хотя лично для меня это все очевидно. Вот. И когда обращаешь внимание людей вот на эти очевидные вещи, они говорят, ой, блин, и действительно, как-то так, я же сам все это знаю, почему я сам до этого не додумался? Ну, просто случаев не было, да. Интереса особого не было. У меня просто присутствует серьезный интерес к картам Таро, поэтому мне интересно о них там себе в голове какие-то мысли повертеть. Вертишь, раз смотришь, мысли как-то сложились интересным образом и волшебным образом правильно складываются. Вот и все. Вот и у меня так. Иногда не могу ничего сказать, иногда читаю как книгу. Иногда читаю как книгу, это если вы расслаблены, спокойно реагируете на вопрос. А когда вам очень хочется узнать ответ на вопрос, да, допустим, выиграю ли я завтра в лотерею $1 000 000? Конечно, вам хочется выиграть. Разумный человек внутри у вас в голове говорит, да ладно, какие там твои шансы, да?
А вот интуиция, вот это вот подсознательное, конечно, хочется $1 000 000. Ну, кому ж не хочется. Просто так взял и выиграл. Поэтому очень будет хотеться действительно увидеть в картах какой-то вот выигрыш. Поэтому будет соблазн увидеть в картах положительное развитие событий. Так, Екатерина дальше пишет. Не понимаю, но если ответ в прямой карте, она заведомо перевернута, или выпадает другая карта прямая, подходящая по ситуации? Это сложно, непонятно. Тут вот мне временами сложно людей понять бывает, да. Есть какие-то формулировки такие для меня загадочные. В психологическом плане долгое, но уверенное накопление знаний, отсекая лишнее, передача новой системы людям. Ну это да, это может быть. Так вот строишь, лепишь торт, делаешь, а потом взял и подарил кому-то. Жалко, конечно, усилий много-много, но тем не менее, ну вот ты же это делаешь для самоудовлетворения каких-то личных своих желаний, да, хочешь ты человеку торт подарить и сделать ему приятное, вот ты строишь эту башню из бисквита, строишь и строишь, потом раз-раз. Самое главное по перевернутой башне этот торт не уронить, понимаете? Вот. А мне легко себе гадать и очень холоден в этот момент. Ну, у всех по-разному. Большинство людей, конечно, очень заинтересованы в том, чтобы у них все было хорошо. А есть люди, которые умеют находить вот то внутреннее спокойствие, равновесие, в которое сначала приходишь, а потом смотришь, так, что там у меня? Там хреновастенько. Ну, что ж поделать, сегодня хреновастенько, завтра будет получше, да? Ну, вот будет и на нашей улице праздник. Это перевернется и на нашей улице грузовик с мороженым, да. Вот, и все. Переработка знаний, как кайфанула от лекции. Хорошо, видите. Это можно сказать, что я там людям несу кайф, да. Это хорошо. Башня еще может быть как подведение итогов. Я уже говорил про кризисных менеджеров, да, которые фирму могут обновить. Есть такие люди, которые приходят в какие-то фирмы, когда фирмы начинают загнивать. Да? Застой происходит, не происходит развитие фирмы, то есть, ну, уперлось развитие фирмы в потолок. Приходит такой кризисный менеджер, который увольняет нафиг половину вот этих людей, которые зажрались, сидят в своих креслах, нифига не делают, только зарплату получают. И говорит, так, все делаем по-новому. Весь офис выкидываем, всю старую мебель сжигаем, да, закупаем новые, как бы, диваны, закупаем новый буфет. Сейчас наши все программисты будут работать не сидя за столами в креслах, а сидя, как бы, вот в мягких пуфиках с лаптопами, да, и будут на велосипедах ездить. Будет сейчас все по-новому, главное, то есть, ну, вот перекраивать все по-новому в рамках той же самой фирмы. Без убивания всей фирмы. То есть башню нет нужды рушить до основания. Ее надо просто выжечь внутри и все. Понимаете? И сделать заново на основании того же самого костяка. Вот. Вот как-то так. Как-то вот это. Что у нас там еще? Ну а если на ситуации должна выпасть прямая, а она уже перевернутая. Выпадет другая, подходящая. Карты не должны выпадать. Они выпадают случайным образом. Соответствие вы находите интуитивно, не случайным образом. Поэтому там кто что выпадет, абсолютно роли не играет. Играет роль, как вы найдете соответствие в карте. Это, ну, понимаете, вы спрашиваете по механизму действия карт Таро. Никто вам не расскажет механизм действия карт Таро не потому, что это страшная тайная тайна, да, а потому что никто не знает, как они работают. Случайность потому и случайна, что люди не видят закономерностей этой случайности. Закономерности, конечно, есть, но человек на своем уровне прозреть эти закономерности не может. Поэтому ему кажется, что он просто угадывает, что карты случайным образом выпадают. Ну, каким-то не случайным, но где взаимосвязи, фиг его знает. Поэтому по тому, как именно работают карты, никто вам не скажет.
А если начнут говорить, что я точно знаю, почему карты Таро выпадают, потому что это 22 каких-то таких вот изображения, которые давным-давно еще у древних египтян и в египетских пирамидах карты Таро были нарисованы. Да фигня все это. Люди просто находят соответствие, видят, что очень часто эти соответствия соответствуют, да, и, соответственно, вот этот вот образ у них кристаллизуется в виде башни, там, допустим, либо в виде мага, либо в виде, там, смерти, в виде чего-то такого, что можно выразить одним словом, вот. И вот этот смысл, вот, башня имеет в себе какой смысл? Защита от врага, которую нужно время от времени обновлять. И оно должно функционировать очень серьезно. Должен за этим кто-то следить, какой-то начальник. Поэтому смысл жизни по башне Таро — это быть начальником, чтобы уберегать своих подчиненных, которыми ты должен командовать, от опасности. Вот и все. По башне вы можете быть каким-нибудь, я не знаю, спасателем, опять же, можно быть, да. Спасатель — это тот, кто приказывает другим уходить из здания, сам спасает это здание, в общем, ну, вот эти спасатели, да, пожарные, ну, вот это все. Вот, тоже может быть как вариант. Но это уже такой, знаете, цыганский, очень смысловой. Так, кто-то там, не знаю, что это было. Ну да ладно. Вот такие дела, пироги. Ангелина, вам воздастся, если вы во благо строите. Ну, фиг его знает. Кому-то воздастся, а кому-то нет. Бывает так, что строишь во благо, строишь, а тебе не воздается и не воздается. На самом деле, те истории, которые мы слышим, да, что нам вот воздастся во благо, мы слышим положительные истории только тогда, когда на самом деле все заканчивается хорошо. А множество всяких печальных историй мы игнорируем, потому что нам не хочется, да, вот та самая поговорка, что хорошими делами прославиться нельзя. На самом деле есть масса историй, где человек делал добро, а на него все наплевали, он умер в безвестности, да. Не обязательно воздастся, уж извините меня за скептицизм, рано или поздно может, конечно, не здесь, так на том свете воздастся. Вот этим себя можно утешать и утешаться. Вот. Не всегда я как будто... так, что еще? Роман, а у вас круг гороскопа строится на 12 часов, очень часто Овен начинается на 9 часов. Почему у вас такое видение? Да так удобнее просто. А почему бы и нет? На самом деле это не существенно, это просто, как сказать, в разных астрологических школах есть разные традиции. Кто строит гороскоп, начиная, вернее, зодиак, начиная вот тут вот и идет наоборот. То есть вот тут Овен, потом Телец, потом Близнецы, потом Рак и дальше. Вот против часовой. Кто идет по часовой? Кто от линии горизонта, от горизонтальной линии начинает строить? Кто от вертикальной? Я начинаю строить от верхней, от вертикальной. Почему? Потому что интуитивно нормальному человеку, не астрологу, так гораздо привычней, понятней. Почему? Потому что вот первый дом, второй, третий. Что у нас? У нас 12 часов, у нас циферблат часовой. Вот и все. Только поэтому. Так удобнее. Поэтому я так и сделал. Не я, некоторые так пользуются. Я просто взял вот такой вариант. Почему нет? Мне так удобнее. Если мне это помогает освободить больше ресурса мозга для работы, да, чтобы не вспоминать, где там какой дом, я смотрю, я сразу вижу первый дом, второй, третий, четвертый, пятый. Мне не надо вспоминать, откуда надо читать. Вот и все. Я стараюсь облегчить и сделать свою работу более удобной, чтобы делать ее лучше. У меня вообще не всегда как будто проживают события во сне. На самом деле даже чувствую, просто я немного того. Да все мы немного того. У вас вообще нет желания освоить оракулы какие-нибудь? Ленорман или Симбалон довольно мощные, можно работать с ними, с клиентами вместе Таро. Может быть. Но мне нравятся системы.
А в оракулах нет системы. В оракулах есть набор историй, набор, скажем так, образов, да, вот, и абстрактных понятий каких-то. А мне нравится, ну, они никак не связаны между собой, они просто набор, скажем так, понимаете? Вот, бессистемный. А мне нравится система. А вот второй система есть. Поэтому я пользуюсь второй. Галла пишет, легко читается, когда человек сам в себе хорошо разбирается, когда в голове мусор, говоришь одно, а человек слышит только то, что хочет сам, и до него не достучаться. Но бывает еще так, что человек просто умеет абстрагироваться от того, что он чувствует внутри. Выйти из себя, посмотреть на себя со стороны, трезво себя оценить. Такое тоже бывает, почему нет? Маркус, доверьтесь высшим силам, они реально ведут. Не перепутайте с другими. Бывают высшие силы, бывают не очень высшие. В человеке всегда борются две стороны, высшая и низшая, да? Дьявол с Богом всегда спорят в сознании человека. С одной стороны, человек хочет быть правильным, хорошим, и он понимает, что нужно для того, чтобы достичь счастья, да? С другой стороны, ему все время на ухо кто-то шепчет: ну давай, попробуй сделать. Поэтому всегда происходит борьба. Поэтому слепо доверяться всему, что у вас там в голове возникает, ну, такое себе решение, не очень. Роман, вы говорите о том, что башня астрологически это Козерог. Я стараюсь много читать, интересоваться, еще ни разу не видел, что башня это Козерог. Везде пишут, что Козерог это дьявол. Почему? Потому, ну, во-первых, отсылаю вас к двум моим лекциям по башне и по дьяволу. Есть плейлист «Старшие арканы». Там есть дьявол, там есть башня. Во-первых, смотрите. Дьявол немного заходит в Козерога, как и башня немного заходит в Стрельца. Да, то есть вот эти вот карты всегда накладываются друг на дружку. Они как бы переходят плавно одна в другую. В каждом дьяволе есть итоговая башня. И в каждой башне присутствует вот итоговый дьявол. Да? То есть потихонечку они переливаются. То есть Козерог это тот самый дьявол, который лезет по отвесной скале. Вот на самый верх этой башни. Дьявол это наши желания. Козерог просто этими желаниями орудует, уже начинает пользоваться. Стрелец эти желания в себе чувствует. Вот те самые дьявольские чувства, дьявольские желания. Символика жертвенного козла очень часто к дьяволу привязывается. Но по сути карта дьявол отображает как раз те процессы, которые происходят в Стрельце. По внешней форме, да, это чистейший Козерог. Потому что козлиные рога, это вот все, да, жертвенный козел и прочее. Да, но тут смысл более глубокий. Не ведитесь на поверхностное значение символа, а пытайтесь понять, что этот символ там делает. Вот. Козерог, ну, можно было бы сюда этого дьявола всунуть. Но, во-первых, у нас бы здесь возникла, скажем так, проплешина без карты. А карта дьявол хорошо ложится на Стрельца, отлично ложится. А башня отлично ложится на очень многие качества Козерога именно. Козерог это накопленный опыт, накопленные умения, это желание руководить, желание добиваться своего. Все это сосредоточено в начальнике, в князе, который строит эту самую башню. Понимаете? Козерог эту башню строит, развивая своего бывшего стрельца, бывшего дьявола, пользуясь своими дьявольскими желаниями. И вот это дьявольское желание остаться подольше у власти постоянно присутствует рядом. До сих пор оно там присутствует. Ну вот. Символика смены поколений в этой самой башне, да, свержение старого поколения новым, да, вот символика свержения этой самой золотой короны, оно и присутствует в истории с Сатурном и Кроносом, да, и оно же присутствует в Козероге, потому что Козерог это кто? Это бог Пан, козлорогий бог, сатир, да, он же. Это
физические, человеческие желания. Это символика старых богов. Со временем бог Пан стал символом ушедших, старых богов, идолов, идолопоклонничества и такого примитивного божества, как бы лесного, полудикого такого, с рогами, копытами, да, получеловек, полуживотное такое. Вот, поэтому в самом Козероге присутствует тематика перехода из одного состояния в другое, из одного поколения в другое. Вообще, 4 последних знака зодиакальных, они все какие-то немножко такие вот не совсем нормальные. Стрелец — это получеловек, полуконь, да? Козерог — это полукозел, полурыба. Водолей — это, ну, там тоже есть такая двойственность, да, это как бы то ли человек, то ли уже ангел, получеловек, полубог, да, это тот, кто живет с богами вместе, хотя сам еще является человеком, тот самый, как его, Ганимед, да. Вот, а рыбы — это тоже то ли человек, то ли не человек, то ли водное существо, то ли не водное существо. Двойственность тоже присутствует в рыбах. Да, это то ли человек, то ли дельфин. Ну, конечно, рыбы имеется в виду дельфины. Вот. Козерог присутствует в этой башне по своей сути. Дело в том, что астрология и Таро — это не столько про внешнюю форму, сколько про поведение и про внутренний смысл. Там все гораздо глубже, чем вот примитивное считывание внешней формы. Никогда не будет стройного построения системы, если мы будем просто считать, что вот император — это Овен. Только потому, что по привычке рисуют, по традиции рисуют головы баранов. Но если бы хотели нарисовать Овна, нарисовали бы Овна. Но император — это тот, кто этими Овнами управляет уже, да, это тот, кто подчинил себе этих Овнов. Вот, это хозяин этих Овнов. Он не завоеватель, он владетель. Императору не надо ничего завоевывать, он уже владеет империей, он завоевал уже. За то, что Овен сделал раньше. Овен осуществил свои желания, и потом он стал императором-тельцом, который правит, говорит, это теперь мое. Вот. Символика карт Таро и астрологии, она более глубокая, чем видится на первый взгляд. Потому что, ну, невозможно всю нашу жизнь впихнуть в 22 символа, либо в 12 знаков. Невозможно. Но люди как-то умудрились. Поэтому вот внешне так не стоит судить. Понимаете, смысл знака Козерог, да, вот он подходит больше башне, чем дьяволу. А смысл знака Стрелец больше подходит дьяволу, чем кому-то другому. Просто, ну, вы будете видеть эти более глубокие соответствия, если вы наберетесь действительно много опыта. Вот. Мне в свое время довелось много-много раскладов перелопатить, и все эти соответствия для меня просто очевидны. Вот как-то так. Представление сложилось теперь, спасибо. На здоровье. Анна, я Козерог. Поверьте, там такой замес по дьяволу в основном. Так дело-то в том, что Козерог, смотрите, человек, который Козерог, он уже является этим дьяволом. Ему не надо учиться. А в Козероге ему нужно учиться быть властным. Понимаете? Козерог от рождения, он и так уже чего-то хочет. Ему нужно с этими дьявольскими желаниями, то есть рождается, грубо говоря, Козерог вот этим самым дьяволом. Если он развивается, он выстраивает систему управления своими желаниями, как своими подданными, понимаете? Он выстраивает себе четкую систему, как ему себя нужно вести. Он подчиняет себя какому-то закону правильному, выстраивает себе внутри власть. Это человек-стержень. Вот. Неправильный Козерог, неразвитый, он как дьявол ведется на все сладкое, на то, что ему хочется, на все соблазны. Дьявол — это неправильный Козерог. Правильный Козерог — это башня, это выстраивание жесткой правильной системы в борьбе с этими своими дьявольскими силами. Понимаете? Вот.
Просто знаки зодиака это не что-то такое, что вам выдали при рождении и забирают с смертью и без изменений. Человек, проходя этот знак зодиака, он учится быть этим знаком зодиака и развивается. Смысл жизни человека в развитии своего характера. Мало родиться козерогом, нужно в себе этого козерога воспитать, чтобы не стать вот этим козлом на жердочке, а быть в самом деле столпом. Вот. Надо энергетически чувствовать, кому помогать. В вашем предложении одно слово лишнее. Энергетически. Надо чувствовать, кому помогать. Все, неважно. Энергетически, не энергетически. Это как в изучении Таро отсечь поверхностные значения гадалок, изучать часовые лекции разных учителей, понимать суть и передавать эти знания. Ну, понимаете, из поверхностных значений гадалок складывается потом понимание карты. Поэтому отсекать поверхностное значение вы можете только, когда вы поняли суть. Но понять суть можно только при помощи этих поверхностных значений. Понимаете? Просто это на практике все проходит. Приходит, вернее. Фильтровать, отсекать лишнее и понимать смысл карты. Ну, тут согласен. Просила, услышала, поняла, приняла, благодарю. Вот я считаю, надо фильтровать информацию. Я считаю, что надо принимать всю информацию, которая тебе идет, и выбирать для себя нужное. Ну, можно сказать, что фильтровать. Понимаете, как вы можете понять, что правильно, что нет, если вы не пропускаете через себя... Добро пожаловать на канал. Если вы не пропускаете через себя другую информацию, неверную. Чтобы понять, что правильно, что нет, нужно понимать вообще, общее видеть. А общее там все и правильное, и неправильное. А еще пишут, травмы могут управлять человеком. Ну, наверное, не знаю. Барон Харконнен. О, добро пожаловать. У вас самый лучший Таро-канал, всем его советую. Спасибо, приятно. Когда же ждать Таро-гадания на знаки зодиака на неделю, месяц, карты дня и прочее? Ой, я планировал карту дня на знаки зодиака, либо там по желанию. Но вот в связи с последними вот этими перипетиями, событиями, да, пока планы меняются, пока я вот думаю, как и что сделать, там что-то с телеграм-каналом надо тоже делать. Сейчас есть возможность на телеграм-канале как-то запускать эфиры. Вот я попробую. Посмотрим. Вот, что-то будет. Не так быстро, как хотелось бы, но в течение ближайшего месяца, я думаю, что-то будем думать. Весы вообще неодушевленные. Но как бы, если смотреть так, то весы, да, вообще, как бы весы и весы. Вот, Скорпион вообще насекомые, что теперь? Символика знаков зодиака, она более глубокая, чем нам кажется, на самом-то деле. В перевернутом значении может ли значить, что человек не отказывается от изжившего, остается в башне со своими знаниями и не стремится расти и избавляться от старых знаний, убеждений уперто? Да. Просто смысл в том, что если человек заперся в этой башне, он там, ну, так и сдохнет от голода, если ему ничего нового поступать не будет. Вот. Нужно выходить из этой башни в поисках нового, в поисках расширения своего горизонта, иначе... Вся ситуация изменится к тому, что ударит молния и придет капец. Да? И вы поймете, что мир ушел далеко вперед, да, а вы сидите в этой своей старой башне и ничего не знаете, что делать. Вот. Получается, как неправильный козерог, упертый. Ну, да. Упертость это вообще, в принципе, неправильное качество. Правильный козерог, он настойчивый. Понимаете? Вот. Но когда настойчивость не заканчивается в нужный момент, да, козерог начинает быть упертым, упрямым и не желающим признавать свою неправоту. Да? Нужно вовремя отказываться от неверных решений, а не упрямо просто вот следовать. Да, это вот негативная черта козерога. Вот такие дела, пироги. Так, что у нас по времени?
Окей, хорошо, давайте потихонечку заканчивать, потому как сегодня день что-то тяжелый. Сколько там у нас народу было и есть на трансляции? Ну, сегодня немного, как обычно, 70 человек. В воскресенье до 150-170 набирается. Вот, просто в воскресенье более свободный день. Я, кстати, думаю, может быть, в субботу что-то проводить вместо воскресенья. Ну, посмотрим, посмотрим. Пока план меняется, пока с уверенностью. Могу только сказать, что появился у меня вариант на Бусти, наверное, как-то делать подписку тоже. Не знаю, как я потом буду деньги выводить с этого Бусти, с подписок, но это уже не главное. Главное как-то давать вам доступ к тому, что я не всегда могу на YouTube выкладывать в общий доступ, да. Ну, я думаю, вы знаете, о чем там у Монаре речь. Так что работаем в этом в направлении. С рунами тоже работаем, нарабатываем какой-то опыт, какое-то чувствование. Как только я буду чувствовать, что в силах что-то вам дать по рунам, то начну подтягивать еще и руны, потому как эта тема для меня очень интересная. Давно я хотел к рунам прийти, и, наверное, вероятно, очень вероятно, что в ближайшем будущем руны у нас тоже будут на эфирах, на лекциях. Вот. Ну и, как уже говорил, будет возможность, вероятность того, что, возможно, вот не знаю, может быть, в субботу в самом деле, или в воскресенье. Ну, надо подумать. Вот эфирчики, наверное, выпускать по карте недели. В общем, планы есть, я пытаюсь их втиснуть как-то в реальность. Реальность сопротивляется, извивается и как-то запрещает соцсети, поэтому вот пока боремся с реальностью, а дальше будет видно, что и как. Добренько, рад был всех видеть. Увидимся с вами в четверг с подписчиками, увидимся на Монаре. Вот, там такая карта, которую в открытый доступ я не рискну выкладывать, да, но что-то будет. Монар в четверг состоится. Спонсировать-то не можем. Смотрите, я прорабатываю этот вопрос. Дело в том, что сейчас как раз идут изменения по всем этим способам оплаты. Там как-то что-то люди пытаются делать, как-то выводить что-то. Не знаю. Вполне вероятно, что я для русской, как неправильно сказать, для русскоязычных, для жителей России, наверное, так будет правильнее, да? Я, наверное, буду выкладывать уже запись на Бусти. Вот. В существует возможность подписок, тоже таких примерно, как и в YouTube. Вот. И делать это придется там. Это будет у меня занимать гораздо больше времени, чем сейчас. Просто снял эфирчик и выложил, да. Там гораздо больше времени придется занимать. Плюс курс рубля сейчас скачет. Тоже непонятно, неясно, какую там сумму ставить, чтобы это было как-то приемлемо. В общем, прорабатываем варианты. Вы не волнуйтесь, если пока вам не будет доступа к Монаре из-за того, что у вас нет возможности оплаты. Во-первых, возможность оплаты, может быть, подтянется со временем, это раз. А во-вторых, я думаю, что такими темпами, как у нас идет вот по Монаре, да, тематика, я думаю, что через месяцок где-то я уже выложу все, что нужно по Монаре на Бусти. Там вы уже подпишитесь и нормально все это сможете себе смотреть без угрозы для моего YouTube канала. Вот. Ну и пишут там, руны, это очень интересно. Руны, да, это очень интересно, это очень круто. Я в шоке от того, что я так долго их игнорировал. Как-то, ну, рос, наверное, или что. Но, по крайней мере, то, что я сейчас чувствую в рунах, настолько отзывается узнаванием, да, что у меня такое ощущение, что я всю жизнь знал, что это такое. Мне просто как-то вот нужно было вовремя к этому прийти. Но это хорошо, хорошо. Жаль будет пропустить. Ну, сейчас светится и спонсорство по 4,99 евро. Да, там не важно, почему светится. Я просто в злотые переставил. У всех сейчас светится по-разному, да, в зависимости от страны, наверное, как. Вот. В рублях светиться ничего не будет, просто потому что не будет. Вот, в рублях-то там сумма меньше.
Вот там не по курсу считаю. Хотя, может, и по курсу. Я не знаю, что там YouTube сейчас пересчитывает. Вообще с YouTube, конечно, история такая очень неприятная. Вы не волнуйтесь. Вполне может быть, что YouTube вообще прикроют на территории Российской Федерации. Вы там что по подписке, что без подписки, что с подпиской, можете вообще ничего видеть не будете. Вот, да, то есть как это... шутка такая, да? Хуже уже быть не может, да, сказал пессимист, да. Может, сказал оптимист. Вот, так что фиг его знает, может нам вообще YouTube прикроют на территории Российской Федерации. Ну как, не нам, вам, получается, да, и не мы, а как бы вы как бы и прикроете, да, ну то есть ваш этот Роскомнадзор. Вот. По оплате, да, тут уже со стороны Ютуба, ну, вернее, не Ютуба, а Европы, там, MasterCard, Visa, это вот все дело, конечно. Ну, посмотрим, как-то будет, как-то будет. В любом случае, я уже что-то нащупал по российским возможностям, как россиянам можно подписываться на контент. Пока не нащупал, как с подписок эти деньги выводить сюда, в Европу. Ну, это уже такой вопрос второй, скорее. Это как-нибудь потом что-нибудь придумаю. Это не так важно, как работу делать. Делай работу, а как за нее заплатят люди, это уже другой вопрос. Хорошо, добренько. Все, увидимся с вами в четверг. Не буду вас больше задерживать. Уже время и так позднее, да. Рад был встрече. Всем пока-пока.